Сегодня я решилась поделиться самым сокровенным в моей жизни именно с вами, самым безумным. И о своей безумной идее я тоже расскажу в конце. Сидят, значит, вот эти ролики, то есть просмотры колоссальные. Все. Если я сейчас не уволюсь, кинули меня на деньги, обещали большие деньги, кинули. Как сделать так, чтобы тебя заметили? Итак, мое знакомство с YouTube произошло 4 года назад. И я увидела, что там действительно можно зарабатывать, что сейчас аудитория растет, да. Я задалась вопросом, какие же каналы, да, на какую тематику набирают большее количество просмотров, на которых можно именно зарабатывать. И понятное дело, что были котики, да, там какие-то блогеры уже стали появляться, достаточно знаменитые, да, популярные и по сей день, и уже набирали свою аудиторию, достаточно крупную, большую. При этом я заметила, что очень хорошо идут детские каналы, то есть что дети сидят, значит, смотрят эти ролики. Рекламу они еще скидывать не умеют, да, сбрасывать вот это крестик нажать, да, кто-то еще не умеет. То есть они смотрят эту рекламу, просмотрите одни и те же ролики по миллиону раз, одно и то же, да, с рекламой. То есть просмотры колоссальные именно на детских видео. И на тот момент не было такого, что YouTube не хотел давать рекламу, да, на детские ролики. То есть на тот момент они развивались хорошо. Чем я, собственно, и решила заняться. Я стала делать познавательно-развлекающие ролики, то есть это и какие-то игры, да, там Маша и Медведь. Это были и познавательные ролики в том числе. Например, что такое живая, неживая природа и так далее. В общем, этот канал по сей день есть, но в этом ключе я его не развиваю. Так вот, поснимала я эти ролики где-то штук, наверное, 50, и в какой-то момент я поняла, что, канал растет. Да, я уже на тот момент набрала 800 подписчиков, то есть это было, нормально. То есть реально набрать подписчиков, меня не пугали эти цифры, и тогда не нужны были эти цифры, по сути. То есть тогда можно было сразу включить монетизацию. И что-то я пыталась к партнерской программе какой-то подключиться, меня не подключили туда. Тогда я решила, ладно, хорошо, к партнерской программе монетизации не подключаете, я тогда напрямую на YouTube подключусь. Подключилась, значит, на YouTube, увидела там, значит, что какие-то центы вообще за просмотры, то есть очень мало. То есть я поняла, что, заработать, по крайней мере, сейчас так быстро не получится, поэтому надо выходить на работу и, либо как-то совмещать, либо еще что-то, да. Значит, я вышла на работу, и 4 года, как белка в колесе, день сурка, все, что только можно, но до Ютуба уже, конечно, руки не доходили. Я думаю, у вас тоже так было. И, значит, не знаю, мне кажется, у меня рано начался кризис среднего возраста, и я очень рано начала задумываться о том, что кто я вообще в этом мире? Какое мое предназначение? Что я могу сделать полезного, да? Как я могу себя проявить? И тогда я поняла, что пока я работаю, да, 5 через 2 в офисе, я тогда в продажах работала, получала очень хорошую зарплату, я нахожусь в Санкт-Петербурге, и что-то у нас там реструктуризация нашей компании была, что-то все так закрутилось, год еще я там проработала, и потом решила, все. Если я сейчас не уволюсь, я еще там проработаю лет 5, что будет дальше, непонятно. И расти, в общем-то, в этой сфере деятельности я тоже не хотела. Вот. Это тоже важно. То есть, если вы хотите расти, то растите. То есть, можно всегда должность попросить, тем более, если ты хорошо работаешь. Все это реально. Но я не хотела расти там. Хотя была там достаточно ценным кадром, скажем так. Тогда я уволилась и стала заниматься развитием паблика ВКонтакте. ВКонтакте по продаже, но это уже другая история. Потом, может быть, как-нибудь расскажу.
Через несколько месяцев стало понятно, что паблик ВКонтакте не катит. Ну, не то чтобы не катит, но не приносит выхлопа, да, какого-то, то есть на что-то жить все-таки нужно. Поэтому я стала искать работу, которую я смогу совмещать с пабликом, да, с какими-то продажами, ну и получать денежку хотя бы на пропитание, скажем так, да. Но паблик все не рос, мне предложили работу в продажах снова, я снова туда повелась. В общем, в результате меня кинули на деньги. Это, кстати, много мебели. Кинули меня на деньги. Обещали большие деньги, кинули. Когда я решила уволиться, естественно. То есть с тем, кто там работает, все нормально, они платят. Ну, в общем, как бы там ни было, это опять же другая история. Решила я зайти в YouTube и посмотреть, что у меня там. Значит, захожу и смотрю, что у меня было 800 подписчиков, а спустя 4 года у меня стало их что-то 1100 с чем-то. То есть они, при том, что я ничего не делала, абсолютно ничего, не выпускала новые видео, никак их не продвигала, ну, кроме ключевых, да, там слов, значит, у меня набрались там подписчики, просмотры, канал растет сам по себе. Я подумала, нифига себе. То есть я сделала вывод, что в долгосрочной перспективе YouTube-канал может расти и даже без твоего участия. То есть по факту, да, ты поработал, и это пассивный доход. YouTube обеспечивает тебе пассивный доход. Да, конечно, если его не поддерживать, просмотры будут падать, но на каком-то все равно они уровне останутся, да, если ваша информация, которую вы даете, актуальная. То есть я поняла, что в YouTube действительно можно начать зарабатывать себе на будущее, да, хотя бы какую-то копеечку. Я не говорю даже о миллионных каналах, да, то есть все равно ты можешь иметь этот доход. Кстати, я видела тут недавно мужика, тоже в Ютьюбе. Короче, он что сделал? Он точно так же забросил кулинарный канал. Ну, у него там были какие-то рецепты, там сколько-то видео, ну, пусть там 20, 50 даже, неважно. Суть в том, что его канал точно так же за несколько лет сам по себе вырос. То есть ваши видео рекомендуют, люди подписываются, ну, они думают, что будут еще ролики, да, либо им понравилось, допустим, они зашли, им понравилось, что там, значит, не знаю, рецепт Наполеона, значит, квашеной капусты, думают, ага, и это мне пригодится, чтобы канал не потерять, я раз его это поставлю себе, значит, подпишусь и буду все новости, все новые рецепты сразу узнавать. И я поняла, что это живо. Да, поскольку я ищу себя, да, я не знала, чем я хочу заниматься. И я также исследовала тему о своем предназначении, как его найти. И у какого-то, опять же, тоже ютубера был такой совет. Если вы хотите найти себя, то задайте себе вопрос, чем бы вы хотели заниматься, если бы у вас были деньги. Да? Чем бы вы хотели заниматься? Ну и, в общем-то, вот я и, отвечая на этот вопрос, создала паблик ВКонтакте. Я продавала там товары с мерчом из одной игры. Я увлекаюсь одной игрой. Раньше это был Warcraft, сейчас это другая игра, уже мобильная. Но, тем не менее, я посмотрела, что игра популярна, набирает обороты. И мне стало интересно, что если сделать сувениры, да, с героями этой игры, как-то красиво их оформить, да, там, может быть, на одежде, еще где-то. И, в общем-то, стала этим заниматься. У меня даже были заказы, да, то есть мой товар нравился людям, но при этом, опять же, выхлопа это не приносило. И тут я захожу на YouTube, и у меня такое-то развитие канала самого по себе. Ага, надо эту тему развивать. Думаю, уже 1000 подписчиков есть, значит, там 2000 часов просмотров есть. Буду, значит, возьму себя в руки и начну выпускать видео. И тут, значит, бац, вижу, что детский контент у нас уже не так хорошо монетизируется, как раньше. Да и, в принципе, мне он уже не так интересен. То есть мне все-таки хотелось, чтобы то, чем я занимаюсь, приносило и мне удовольствие.
Тогда я подумала, что же я могу снимать. Ну, а поскольку я игроман в одной из игр, да, я, ну, скажем так, топчик, там все дела. В общем, я решила записывать свои бои, да, свои войны, там, как я играю. То есть, по сути, создать геймерский канал. Я начала изучать, как раскрутить канал на YouTube. Эту тему я подробно, наверное, все ролики на YouTube я пересмотрела. За месяц я увеличила показатели, я продвинулась в поисковых запросах по данной игре, я переборола кучу страхов. Эти страхи, они преследуют абсолютно каждого. О страхах я тоже хочу поговорить отдельно, буду записывать видео. Я стала сейчас развивать этот игровой канал, раз он у меня как бы идет, да, это интересно людям, то есть находится своя аудитория. Пусть он там не будет, конечно, миллионов просмотров там не будет, но тем не менее кому-то он все-таки будет интересен. Какой-то, может быть, выхлоп, доход с этого будет, при том, что мне этим нравится заниматься, даже если мне не капает денежка, да, я все равно играю, и я записываю, как я играю, свои мысли. Да, там есть критика, но без критики никуда. Но при этом и на моих ошибках можно учиться, то есть я не претендую на гуру этой игры, там все такое, но я нашла несколько секретов, способов, как сделать так, чтобы тебя заметили на YouTube в твоей теме. Потому что те, кто начинают только, я имею в виду первых ютуберов в данной теме, да, им намного проще. Им не нужно связываться практически с оптимизацией. Назвал видео, да, названием игры, все, оно первое у тебя выскакивает. Как же сделать так, чтобы твое новое видео, когда их сотни подобных видео, как сделать так, чтобы оно выскакивало, как сделать так, чтобы привлечь к себе внимание, несмотря на то, что конкуренция очень большая. Этим вопросом я задалась, я себе ответы на них нашла, и игровой канал у меня сейчас растет. Я обязательно покажу, когда я дойду до монетизации, что еще самое интересное, что вот этот вот канал с детскими роликами, он успел заработать $10 даже за то время, вот пока еще не нужны были 1000 подписчиков, да, и 4000 часов просмотров. Он за какой-то год там успел $10 мне накрутить. Эти $10 сейчас лежат в аккаунте AdSense. Я их смогу вывести только когда у меня наберется $100. Я собираюсь показать, как я развиваю геймерский канал, да, как он растет, с какими темпами, поделиться, как можно его выводить в топ, да, как можно делать так, чтобы тебя заметили, поскольку у меня уже приближается вот эта цифра в 4000 часов просмотров, уже вот-вот-вот-вот, и у меня будет монетизация, я очень-очень этого хочу. Я вам обязательно этот канал тоже покажу. И также я решила завести параллельно еще один канал, то есть вот этот. Он будет у меня таким, знаете, челленджем, вызовом самой себе. Смогу ли я раскрутить свой канал, да, уже личный блог, можно так сказать, да. При этом я хочу нести пользу людям. Я буду рассказывать свои знания на тему раскрутки, да, я буду делиться тем, что мне помогло вывести на монетизацию игровой канал. И также я постараюсь делать это с этим каналом. Я буду показывать, как это делаю я. И, возможно, мой пример будет мотивацией. На этом канале я делаю себе вызов, себе челлендж. Я хочу набрать 300 тысяч подписчиков. Я очень прошу вас меня поддержать. Я, в свою очередь, буду делиться своими знаниями и, возможно, помогу чем-то и вам.